Все помнят Ханда Эрчел и Керема Бюрсина. Даже если прошло уже несколько лет, достаточно снова произнести имена Эды и Серкана. И у поклонников турецких сериалов сразу всплывают те самые сцены, взгляды, споры, признания и химия, которую невозможно было не заметить. Но почему сериал, который для миллионов стал настоящим мировым феноменом, в самой Турции переживал совсем не такую простую судьбу? И почему именно «Постучись в мою дверь» до сих пор вызывает столько эмоций? Сегодня мы вспомним историю, с которой многие зрители начали смотреть турецкие дизи. Но это будет не просто ностальгия. В этом выпуске будет и теплое поздравление Ясемин Языджи для Анура Туна, и новая романтическая интрига вокруг фильма «Любовь любит случайности 3», и свежие новости о проектах, где уже собираются сильные актеры и новые экранные пары. Но ближе к середине выпуска станет гораздо острее, потому что снова всплыла тема, о которой поклонники спорят годами. Как актеры могут играть большую любовь на экране, если за кадром между ними, по словам журналистов, все было далеко не идеально? Неслихан Атагюль снова спросили о Бураке Озчивите, и ее ответ оказался коротким, но очень громким. Без лишней драмы, без длинных объяснений, но так, что поклонники черной любви снова начали обсуждать старую историю. И это еще не все. Мерт Демир трогательно поздравил Серенай Сарыкая с днем рождения. Буча Буси Кахраман получила предложение руки и сердца, а вокруг сериала «Еще 17» появились тревожные слухи об уходе актера. Правда, там все оказалось не так просто, как сначала написали в сети. А в самом конце будет признание Мелисы Аслы Памук, которое, честно скажу, звучит очень больно. Успешная, красивая, известная актриса рассказала, какие слова ей приходилось слышать из-за внешности, и почему эти комментарии оставили след на долгие годы. Так что сегодня у нас не просто новости турецкого шоу-бизнеса. Сегодня у нас любовь, память, закулисье, слухи, резкие ответы, новые проекты и одна очень личная история, после которой многие женщины точно задумаются. Оставайтесь до конца, потому что финальная тема, возможно, окажется самой сильной во всем выпуске. Ясемин Языджи снова заставила поклонников улыбнуться. Без громких заявлений, без лишнего шума, без попытки устроить спектакль на публику. Просто несколько теплых кадров и поздравления Онора Туна с днем рождения. Казалось бы, обычная история. Актриса поздравила близкого человека, но давайте честно, в мире турецких звезд даже такие спокойные публикации зрители рассматривают очень внимательно. Кто рядом? Как подписала, какие фото выбрала. И есть ли в этом нежность, доверие, личное тепло? Именно поэтому поздравление Ясемин не прошло незамеченным. Анур Туна отметил день рождения 2 июля. Актер давно знаком зрителям по сильным ролям, где он часто выглядит сдержанным, мужественным, немного недоступным. Такой типаж, который не кричит о себе, но все равно притягивает внимание. И когда рядом с таким человеком появляется мягкая, теплая публикация от Ясемин Языджи, поклонники сразу считывают это не как сухую формальность, а как личный жест. Мне нравится в этой истории именно то, что здесь нет попытки продать зрителю красивую картинку любой ценой. Не нужно придумывать драму там, где ее нет. Иногда для зрителя гораздо ценнее увидеть не скандал, а нормальное человеческое отношение, поздравление, улыбку, момент, который выглядит по-настоящему спокойным. Ясемин Языджи в последние годы все чаще привлекает внимание не только как актриса, но и как человек, за которым интересно наблюдать вне кадра. Она не производит впечатление той звезды, которая каждый шаг превращает в сенсацию, поэтому такие публикации выглядят особенно естественно. Конечно, поклонники любят додумывать, и это нормально. Турецкие сериалы сами приучили нас искать смысл в каждом взгляде, в каждой паузе, в каждом случайном кадре. Сколько раз вы сами смотрели сцену и понимали, герои еще ничего не сказали, а все уже ясно? Вот примерно так и здесь. Фото, поздравления, настроение, и зрители уже начинают обсуждать, что за этим стоит. Только важно не переходить границу. Мы не будем превращать теплые поздравления в громкую историю о личной жизни.
если сами участники ничего лишнего не заявляли. Факт здесь простой. Есемин поздравила Анура с днем рождения и сделала это тепло. Все остальное уже зона догадок поклонников. Но именно такие маленькие новости часто цепляют сильнее, чем кажется, потому что за ними не роли, не рейтинги, не контракты, а живые люди. Те самые актеры, которых зрители привыкли видеть в драматичных сценах, в больничных коридорах сериалов, в любовных признаниях под музыку, в судьбоносных разрывах и возвращениях. А потом они вдруг появляются в обычном человеческом моменте и становятся ближе. Скажите честно, вам такие новости интересны? Когда звезды не объявляют громких проектов, не спорят с журналистами, не объясняются перед публикой, а просто показывают немного тепла? Потому что мне кажется, именно с таких деталей и складывается настоящее отношение зрителей к актерам. Не только по ролям, но и по тому, как они выглядят в обычной жизни, без сценария, без режиссера, без драматической музыки. А дальше у нас будет уже совсем другой масштаб. От личного поздравления мы переходим к истории, где любовь снова становится большим кино. И там речь пойдет не просто о красивых кадрах, а о проекте, который возвращает зрителей к теме судьбы, случайностей и встреч, способных перевернуть жизнь. От теплого личного поздравления переходим к истории, где любовь уже выходит на большой экран. Мехмед Гюнсур и Деврим Оскан снова заставили поклонников романтического кино оживиться. Речь идет о третьей части фильма «Любовь любит случайности». Само название уже работает как обещание. Согласитесь, в турецких историях случайности редко бывают просто случайностями. Один взгляд, одна встреча, один неверный поворот, и вся жизнь героя летит в другую сторону. За это зрители и любят такие проекты. Вроде бы все начинается спокойно, а потом сердце уже сжимается, потому что понимаешь, эта история точно не пройдет мимо. По данным турецкой прессы, к проекту «Любовь любит случайности 3» действительно связаны Мехмед Гюнсур и Деврим Оскан. Также ранее называлась дата выхода в прокат 20 ноября 2026 года. Важно сказать честно, сообщение о читке сценария лучше подавать осторожно, как информацию, которая появилась в медиапространстве, а не как громкое официальное заявление от студии, если такого подтверждения перед нами нет. Здесь вообще нужно быть аккуратными. Сейчас многие страницы в соцсетях любят писать так, будто они сами сидели за соседним столом на читке и все видели своими глазами. А потом оказывается, что новость родилась из одного кадра, одного намека или пересказа инсайдера. Поэтому наша позиция простая. Проект есть в обсуждении, актерские имена фигурируют в турецкой прессе, дата проката называется. Но громкие детали лучше не раздувать. Мехмед Гюнсур для зрителей не случайное имя. У него есть та самая зрелая, глубокая экранная энергия, когда актер может молчать, а сцена все равно держится на нем. Такие артисты особенно хорошо работают в историях о чувствах, памяти, прошлом, судьбе. Там не нужно играть красивого героя в лоб. Достаточно взгляда, паузы, немного усталости в лице, и зритель уже верит. Деврим Оскан совсем другая энергия, более молодая, свежая, живая. У нее есть тот тип присутствия, когда героиня может быть и нежной, и упрямой, и ранимой, и сильной одновременно. Если проект действительно строится вокруг любви, случайностей и судьбоносных решений, такой контраст может сработать очень хорошо. В турецком кино такие истории часто цепляют не только романтикой. Они цепляют вопросом: а что, если человек, которого вы встретили не вовремя, на самом деле был самым важным человеком в вашей жизни? Что, если судьба дает шанс, но не объясняет, как им правильно воспользоваться? Вот почему третья часть «Любовь любит случайности» может стать интересной не только для молодых зрителей. Взрослая аудитория такие истории чувствует даже глубже, потому что с возрастом человек особенно хорошо понимает, в жизни многое решают не громкие обещания, а тихие повороты. Не всегда мы выбираем момент, иногда момент выбирает нас. Для нашего выпуска эту новость лучше раскрывать не как сухой кастинг,
а как возвращение большого романтического настроения. Не просто они собрались на читку, а так, похоже, одна из самых узнаваемых турецких романтических историй готовится открыть новую страницу. В этом есть ожидание, в этом есть вкус будущей премьеры. В этом есть то самое чувство, когда зритель уже заранее хочет понять, будет ли там любовь, которая лечит, или любовь, которая опаздывает. А теперь от новой романтической истории мы переходим к сериалу, который для многих зрителей уже давно стал не просто проектом, а личным воспоминанием. Потому что когда произносишь название «Постучись в мою дверь», у огромного количества людей сразу всплывает не только Эда и Серкан, но и целый период жизни. И есть сериалы, которые просто выходят в эфир. А есть такие, которые становятся входной дверью в целый мир. Для многих зрителей такой дверью стал именно сериал «Постучись в мою дверь». Первая серия вышла 8 июля 2020 года, и это была очень необычная точка во времени. Мир еще жил в тревожном ритме пандемии. Многие проекты в Турции завершали сезоны раньше обычного, зрители устали от неопределенности и очень ждали чего-то легкого, красивого, живого. Появились Эда и Серкан, и все. Публика быстро поняла, перед ними не просто очередная летняя романтическая комедия. Ханде Эрчел и Керем Бюрсин создали ту самую экранную химию, которую невозможно просчитать по таблице. Можно собрать красивый каст, написать диалоги, поставить дорогие декорации, но если между главными героями нет искры, зритель это чувствует за 2 минуты. Здесь искра была, причем такая, что поклонники до сих пор пересматривают сцены, спорят о любимых моментах и вспоминают, как ждали каждую новую серию. На старте сериал получил хорошие рейтинги в Турции, затем были рост, обсуждения, сильный интерес в соцсетях. Особенно зрители полюбили тот период, когда отношения Эда и Серкана из игры и противостояния начали превращаться во что-то настоящее. Это вообще любимый путь турецких романтических историй. Сначала герои спорят, раздражают друг друга, делают вид, что им все равно, а потом один взгляд ломает всю оборону. Сериалу повезло с парой. Ханде Эрчел уже была хорошо знакома зрителям, Керем Бюрсин тоже имел свою аудиторию. Но вместе они получили совершенно новый уровень популярности. Не просто два актера в кадре, а пара, за которой зрители начали следить как за живой историей. Но дальше начинается самое интересное. В Турции телевизионная судьба сериала была не такой простой, как может показаться по его мировой славе. Осенью в эфир вернулись сильные конкуренты, появились новые проекты, борьба за рейтинги стала жестче. «Постучись в мою дверь» перестал чувствовать себя так свободно, как летом. Здесь важно не драматизировать ради красивой фразы. Сериал не исчез из-за одной причины и не рухнул за одну ночь. Турецкий эфир – очень жесткая среда. Там проект может иметь огромную фанатскую любовь, но все равно проигрывать в телевизионных цифрах более сильным драмам, семейным историям или историческим сериалам. Для обычного зрителя это иногда кажется странным. Как же так? Все говорят о сериале, а рейтинги падают. Но телевидение работает не только на шуме в интернете. «Постучись в мою дверь» постепенно стал тем самым редким случаем, когда его настоящая сила оказалась не только внутри Турции, а за ее пределами. В разных странах зрители влюблялись в Эду и Серкана так, будто это их личная история. Кто-то начинал смотреть турецкие сериалы впервые. Кто-то до этого знал только тяжелые драмы, а здесь вдруг увидел солнечную романтику, красивую пару, легкость, юмор и сильные эмоции. Да, в Турции рейтинги со временем стали скромнее. Да, конкуренция была серьезной. Но международная любовь оказалась настолько мощной, что сериал получил вторую жизнь. Второй сезон стартовал 9 июня 2021 года. И хотя в турецком эфире он не стал большим рейтинговым взрывом, за рубежом интерес продолжал жить. Вот здесь и кроется главный парадокс. Сериал может не быть абсолютным лидером у себя дома, но стать феноменом для миллионов зрителей по всему миру. И «Постучись в мою дверь» это доказал. Он получил международные награды, победы в зрительских голосованиях, признание поклонников.
На премии Пантинал Танкельбек 2021 проект отметили как лучшую романтическую комедию, а экранная пара Ханде Эрчел и Керема Бюрсина получила отдельное внимание. Для фанатов это было не просто еще одна награда, это было подтверждение, их любовь к сериалу заметили. Знаете, что особенно интересно? Многие зрители до сих пор говорят: я начала смотреть турецкие сериалы именно с «Постучись в мою дверь». Не с тяжелой семейной драмы, не с исторической саги, не с классики прошлых лет, а именно с истории Эды и Серкана. Для кого-то это был первый шаг. Потом уже пошли «Зимородок», «Черная любовь», «Ветреный», «Ранняя пташка», «Запах клубники», «Великолепный век» и десятки других проектов. Но дверь открылась именно там, в солнечном мире, где цветы, офис, договор, упрямство и любовь смешались в одну красивую сказку. Конечно, сегодня можно спорить о сценарии, о втором сезоне, о решениях авторов. Поклонники до сих пор спорят, где сериал был сильнее, где начал уставать, какие линии стоило закончить раньше. Но один факт уже не отменить. «Постучись в мою дверь» стал частью истории турецких сериалов. Мне кажется, в этом и есть его главная победа. Не только в рейтингах, не только в наградах, не только в просмотрах, а в том, что зрители помнят, где они были, когда впервые увидели Эду и Серкана, помнят чувство легкости, помнят ожидание новой серии, помнят эту самую химию, из-за которой экранная пара вдруг стала почти родной. А вы помните свой первый турецкий сериал? Это была история Эды и Серкана? Или ваш путь начался раньше, с другой пары, другой драмы, другого имени? Красивые пары на экране умеют завораживать. Только дальше у нас история с совсем другим оттенком. Потому что иногда зритель видит нежность, страсть и абсолютную убедительность в кадре. А за кадром, по словам журналистов, все может быть куда сложнее. Турецкие сериалы научили нас верить в любовь по взгляду. Герой чуть задержал паузу, героиня отвернулась, музыка поднялась, и все, зритель уже понимает, между ними что-то есть. Даже если сами персонажи еще полсезона будут делать вид, что ничего не чувствуют. Но самое любопытное начинается тогда, когда разговор заходит не о героях, а об актерах, потому что экранная химия – штука коварная. Зритель видит любовь, а за кадром, как иногда утверждают журналисты, между людьми может не быть ни легкости, ни дружбы, ни желания лишний раз общаться. Недавно в турецком медиапространстве снова подняли именно эту тему. Эльчин Атеш и Берсен Алтунташ обсуждали актеров, которые, несмотря на возможную несовместимость за кадром, все равно показывали сильную игру на экране. Прозвучали громкие имена: Чагатай Улусой и Демет Оздемир, Бурак Ащевит и Неслихан Атагюль. Сразу скажу свою позицию. Такие темы нужно разбирать аккуратно. Не потому, что они неинтересные, наоборот. Зрители такие закулисные истории обожают. А потому, что между фразой журналиста, слухом из индустрии и установленным фактом есть большая разница. Мы не будем превращать чужие оценки в приговор. С Чагатаем Улусоем и Демет Оздемир ситуация особенно тонкая. В обсуждениях звучало, что между ними якобы не было той самой естественной близости за кадром, но при этом на экране они выглядели профессионально и убедительно. Вот это, кстати, важный момент. Если актеры действительно не общаются близко вне площадки, но зритель все равно верит их чувствам в кадре, это не провал, а наоборот показатель мастерства. Потому что сыграть любовь, когда тебе комфортно с партнером, одно дело. А сыграть ее так, чтобы зритель поверил, если между вами нет особой теплоты, совсем другой уровень профессии. Многие почему-то думают, что актеры обязаны дружить, влюбляться или хотя бы обожать друг друга ради хорошей сцены. Нет, съемочная площадка – это работа. Очень эмоциональная, очень выматывающая, иногда почти на нервах, но все-таки работа. Там люди могут уставать, спорить, не совпадать характерами, иметь разные привычки, разные темпы, разное отношение к процессу. Зритель видит итоговую сцену. А за этой сценой могут быть десятки дублей, холодная погода, плотный график, недосып, напряжение и люди, которые просто обязаны сделать свою работу так, чтобы мы ничего этого не почувствовали.
Девураком Айшевитом и Неслихан Атагюль история еще громче, потому что речь идет о «Черной любви», сериале, который получил международное признание и стал одним из самых заметных турецких проектов за рубежом. Их экранная пара до сих пор для многих зрителей остается символом сильной, трагичной, красивой любви. Поэтому разговоры о том, что за кадром между актерами могли быть непростые отношения, всегда звучат особенно остро. Зритель в такие моменты будто чувствует себя обманутым. Как же так? Я верила каждому взгляду, а они, возможно, даже не ладили. На самом деле никакого обмана здесь нет. Это и есть актерская профессия. Неслихан и Бурак на экране сделали то, что должны были сделать. Заставили зрителя поверить. Сериал стал событием. Пара осталась в памяти. Их сцены до сих пор обсуждают. Значит, работа была сделана сильно. Другое дело, не стоит от себя произносить жесткие слова, вроде «они не могли друг друга выносить». Такие формулировки звучат ярко, но могут быть несправедливы. Лучше говорить честнее. В турецкой прессе много лет обсуждаются слухи о напряжении между ними, а сами журналисты периодически возвращаются к этой теме. Отдельный повод для новых разговоров появился после того, как Неслихан Атагюль снова спросили, сыграла бы она с Бураком Айшевитом. По сообщениям турецких СМИ, ее ответ был в духе «не будет». Коротко, спокойно, без лишнего спектакля. Но поклонникам и этого хватило, чтобы снова оживить старое обсуждение. Я понимаю зрителей, которым такие истории неприятны. Мы привыкли связывать актеров с их героями. Если герои любили друг друга, нам хочется верить, что и за кадром все было красиво. Но жизнь редко подстраивается под наши ожидания. Иногда великая экранная любовь рождается не из личной симпатии, а из дисциплины, таланта и умения держать лицо, когда внутри все совсем не празднично. Вот почему эта тема так цепляет. Она разрушает наивную сказку, но при этом делает уважение к актерам даже сильнее. Потому что сыграть чувство не значит прожить его, а заставить миллионы людей поверить в чувство, которого за кадром могло не быть, это уже настоящая профессия. Скажите честно, вас разочаровывают такие истории? Или наоборот, после этого вы начинаете еще больше уважать актеров, которые умеют отделять личное от работы? После такого закулисья хочется сменить атмосферу, но не уходить от интриги, потому что дальше нас ждет исторический проект, где личные отношения, борьба за влияние, первая жена правителя и мать наследника могут оказаться не менее напряженными, чем любые слухи со съемочной площадки. Исторические турецкие проекты всегда живут по особым законам. Там редко бывает просто любовь ради любви. Почти за каждым взглядом стоит власть, за каждым браком – союз, за каждым наследником – борьба за будущее. Поэтому новости вокруг сериала «Любовь и трон» сразу привлекают внимание. Проект продолжает собирать актерский состав, и по данным турецкой прессы, к нему присоединилась боснийская актриса Мерьем Шильяк. Ей отводит роль принцессы Дестины, первой жены Алаэддина Кейкубада и матери наследника престола. Вот здесь уже пахнет не просто красивыми костюмами и дворцовыми коридорами. Здесь чувствуется настоящая драматургия. Первая жена правителя – это непроходная фигура. В исторических историях такая героиня почти всегда несет на себе огромный груз. Положение при дворе, ожидание семьи, борьбу за ребенка, страх потерять влияние, ревность, политические интриги. Даже если она молчит, вокруг нее уже строится напряжение. Мерьем Шильяк для части зрителей может быть новым именем. Это даже плюс. Когда в исторический проект входит актриса, которую широкая турецкая аудитория еще не успела привязать к десятку других ролей, у нее появляется шанс сразу войти в историю свежим образом. Не как та самая актриса из прошлого сериала, а как новая героиня, вокруг которой может закрутиться большой конфликт. Также сообщается, что в актерский состав вошел Ферит Кая. Он должен сыграть Мелика Кейферидуна, и это уже добавляет проекту дополнительный вес. Ферит Кая – актер с характерной фактурой. Такие артисты хорошо смотрятся в историях, где нужно не просто произносить красивые фразы, а создавать ощущение опасности, опыта, внутренней силы. «Любовь и трон» интересен именно тем, что в названии сразу сталкиваются два мира.
Любовь – это чувство, личный выбор, сердце. Трон – это власть, долг, расчет, наследие. Когда эти две силы оказываются в одном сериале, спокойной истории ждать не приходится. Зритель старшей аудитории такие проекты часто чувствует особенно хорошо, потому что это не просто молодежная романтика, где герои поссорились, помирились и пошли дальше. Исторический жанр всегда дает больше глубины. Семья, род, честь, предательство, материнская тревога, борьба за место рядом с сильным мужчиной. Разумеется, пока проект находится на стадии кастинговых новостей, нужно не обещать зрителю лишнего. Мы не можем говорить, что сериал точно станет новым большим хитом. И мы можем честно сказать, состав собирается интересный, конфликтная основа есть, а историческая атмосфера сама по себе уже вызывает любопытство. В таких проектах очень многое зависит от сценария. Можно надеть на актеров роскошные костюмы, поставить дворец, добавить музыку и красивую картинку. Но если у героев нет сильных мотивов, зритель быстро охладеет. А вот если Дестину покажут не просто как первую жену, а как женщину с болью, гордостью и страхом за будущее своего ребенка, тогда это может стать одной из самых обсуждаемых линий. Мне как зрителю всегда интереснее не идеальные героини, а те, у кого есть внутренний огонь. Женщина, которая понимает, что ее положение зависит не только от красоты или любви мужа, а от способности выстоять во дворце, где каждый улыбается не просто так. Вот за такими персонажами хочется наблюдать. Пока одни проекты только расширяют актерский состав и готовят зрителя к будущим интригам. Другой сериал уже оказался в центре беспокойных слухов. Там поклонники начали переживать. Неужели один из заметных героев скоро исчезнет из истории? Но, как часто бывает в мире турецких сериалов, первая волна паники оказалась громче самой правды. Сериал «Еще 17» неожиданно оказался в центре обсуждений из-за слухов об уходе Чагдаша Онура Озтюрка. Его герой Серхат, по разговорам в сети, якобы должен был появиться только в нескольких ближайших сериях, а потом покинуть проект. Для поклонников такие новости всегда звучат тревожно, особенно если герой уже успел занять свое место в сюжете. Зритель ведь не смотрит сериал как таблицу кастинга. Он привыкает к лицу, к характеру, голосу, к тому, как персонаж входит в сцену. А потом вдруг появляется слух. Он уходит. И все, пошла волна вопросов. Что случилось? Почему так быстро? Это решение сценаристов? Проблема за кадром? Героя красиво выведут или просто уберут из сюжета? Вот именно поэтому с такими новостями нужно быть особенно осторожными. По свежим сообщениям турецкой прессы, Чагдаш Онур Озтюрк отреагировал на разговоры об уходе и фактически их опроверг. Поэтому утверждать, что актер покидает сериал, неправильно. Гораздо честнее сказать, в сети появились слухи, поклонники встревожились, но сам актер дал понять, что прощаться с его героем пока рано. Это важная разница, потому что одно дело – настоящий уход актера из проекта, совсем другое – слух, который разлетелся быстрее, чем его успели проверить. Сейчас турецкая сериальная индустрия живет в таком темпе, что любая мелочь быстро превращается в сенсацию. Кто-то не появился в промо, кто-то не выложил фото со съемок, кто-то подписал сторис двусмысленно. Через полчаса уже пишут «актер уходит», через час героя уберут. К вечеру за кадром конфликт, а на следующий день выясняется, что человек просто снимался в другой локации или не хотел ничего публиковать. Грубовато скажу, но по делу. Иногда вокруг сериалов разгоняют такую пыль, что самой новости там на чайную ложку. С Чагдашем Онуром Озтюрком история как раз из этой зоны. Есть обсуждение, есть тревога поклонников, есть реакция актера. Но нет надежной основы для громкой фразы «он покидает проект». Для сценария это можно использовать даже интереснее. Не как драматичный уход, а как пример того, насколько быстро фанаты начинают переживать за любимых героев. Иногда зритель так привязывается к персонажу, что сама мысль о его исчезновении уже становится маленькой драмой. Серхат продолжает оставаться частью обсуждения, и в этом есть интрига. Если вокруг героя возникли такие разговоры, значит он не безразличен публике. Значит зрители следят,
значит любая перемена в его линии будет восприниматься остро. Подача здесь должна быть честной. Поклонников встревожили слухи, но актер их опроверг. Так мы и интерес сохраняем и не обманываем зрителя. Знаете, что в таких ситуациях самое показательное? Не сам слух, а реакция аудитории. Если люди переживают, значит сериал попал в нерв, герой зацепил. А это уже не так мало. После этой тревожной, но все же прояснившейся истории хочется перейти к новости, где никаких опровержений не нужно. Там все гораздо теплее. Актриса, которую многие знают по Зимородку, получила предложение руки и сердца, и поклонники, конечно, не прошли мимо. У поклонников Зимородка появился красивый повод для радости. Буча Бусика-Хроман, которую зрители хорошо помнят по роли Пелин, получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Каана Акылдыза. И вот здесь интересно наблюдать за реакцией публики, потому что у актрис, сыгравших спорных героинь, всегда особое положение. Зрители могут годами вспоминать персонажа, сердиться на него, спорить о его поступках, переносить эмоции из сериала в реальную жизнь. Пелин в Зимородке как раз из таких ролей. Ее обсуждали бурно, иногда жестко, иногда даже слишком лично. Жизнь актрисы – это не жизнь ее героини. Буча Бусика-Хроман получила романтичное предложение, и в этой новости хочется поставить акцент именно на человеческом счастье. Не на старых сериальных спорах, не на том, кто кого поддерживал в сюжете, не на том, кому зрители симпатизировали больше, а на том, что у молодой женщины наступил важный личный момент. Каан Акылдыз сделал предложение у моря, и турецкие СМИ подали эту историю как красивое романтическое событие. Без лишней драмы, без скандального фона. Просто помолвка, радость, поздравления. Для аудитории, которая давно смотрит турецкие сериалы, такие новости всегда имеют особый вкус. Мы привыкаем видеть актрис в ролях, где у них слезы, тайны, сложные отношения, семейные узлы, а потом вдруг видим их в реальной жизни, улыбающимися, счастливыми, рядом с человеком, который выбрал именно их. Вот это и трогает. С Бучей есть еще один важный момент. Ее роль в Зимородке могла вызывать разные эмоции, но актриса справилась с задачей. О ней говорили. Персонаж не прошел фоном. Пелен стала частью большого обсуждения сериала, а значит, Буча смогла оставить след в проекте. Иногда зрители путают сильную реакцию на героиню с отношением к актрисе. Если персонажа ругают, это не всегда плохо. Часто это означает, что роль сыграна достаточно убедительно, чтобы вызвать эмоцию. Плохо, когда зрителю все равно, а здесь равнодушия точно не было. Поэтому новость о помолвке можно подать очень тепло. Да, ее героиню в Зимородке обсуждали по-разному, но сегодня речь не о сериальной драме, а о настоящем личном счастье актрисы. Мне кажется, это правильный тон. Уважительный, взрослый, без яда. Потому что зрительская любовь не обязана быть слепой, но она точно не должна переходить в несправедливость к реальному человеку. Предложение руки и сердца – событие, которое даже в мире звезд остается личным и трогательным. Можно иметь 1000 подписчиков, сниматься в популярных сериалах, давать интервью, ходить по красным дорожкам, но в момент, когда любимый человек задает главный вопрос, все равно остаются только двое. А дальше у нас еще одна история из личной жизни звезд. Там не было кольца и большого объявления, но было поздравление, которое сразу заметили поклонники. Потому что когда Мерт Демир обращается к Серенай Сарыкая, публика всегда слушает внимательнее обычного. Серенай Сарыкая отметила день рождения 1 июля. В 2026 году актрисе исполнилось 34 года. И среди поздравлений особенно заметным стало обращение Мерта Демира. Эта пара давно находится под вниманием публики. Не потому, что они каждый день устраивают громкие заявления, а как раз наоборот. Вокруг них всегда есть ощущение недосказанности, личного пространства, осторожности. А когда звезды не выкладывают все на показ, любой теплый жест становится заметнее. Мерт Демир поздравил Серенай в соцсетях, и турецкие СМИ сразу подхватили эту новость. Казалось бы, обычное поздравление с днем рождения. Но для поклонников это не просто формальность. Это маленький знак. Отношения продолжаются, внимание есть, связь чувствуется.
Серенай вообще относится к тем актрисам, вокруг которых почти любое событие превращается в обсуждение. Новый образ обсуждают, выход на мероприятие обсуждают, пауза в карьере обсуждают, личная жизнь тем более. У нее сильная экранная харизма, но и вне кадра она давно остается одной из самых ярких фигур турецкого шоу-бизнеса. Мерт Демир со своей стороны пришел из музыкального мира, и их союз изначально вызывал интерес именно контрастом. Она – одна из самых известных актрис своего поколения. Он – артист, чья музыка активно звучала и обсуждалась. Вместе они стали парой, за которой следят не только фанаты сериалов, но и публика, интересующаяся турецкой поп-культурой в целом. Здесь главное – не пересолить. Поздравления не нужно превращать в громкое доказательство идеальных отношений. Мы не живем рядом с ними, не знаем их личных разговоров, не видим их будни. Но можем сказать честно, жест был теплым, поклонники его заметили, и это снова привлекло внимание к паре. Мне нравится в этой истории именно сдержанность. Нет ощущения, что людям срочно нужно что-то доказывать публике. В мире, где многие готовы показывать каждую минуту отношений ради охватов, такая умеренность даже выглядит благородно. Зрители, конечно, все равно будут обсуждать. Им интересно, что происходит между Серенай и Мертом, как они общаются, почему публикуют мало, какие слова выбирают. Это нормальная часть интереса к знаменитостям. Но уважительная дистанция здесь особенно важна. Можно восхищаться парой, можно радоваться поздравлению, можно обсуждать красивый жест, но не стоит делать вид, будто мы знаем больше, чем они сами показали. Серенай в 34 года остается в той точке, где внимание к ней огромное. Это возраст, когда актриса уже не просто молодая звезда, а женщина с опытом, именем, сложившейся репутацией и правом самой решать, сколько личного выносить на публику. И возможно именно поэтому такие краткие поздравления звучат громче длинных интервью, потому что там нет лишнего шума, только знак внимания. От личной истории Серенай и Мерта двигаемся к будущим сериалам. В турецкой индустрии все время появляются новые экранные пары, новые молодые линии, новые имена, за которыми зрители начинают следить еще до премьеры. И следующая новость как раз из этой категории. Судья Зюляль Гюлер получила одну из ключевых ролей в новом проекте «Аяпом» для канала Now. Сериал называется «Амир Уста». Именно так лучше оставлять название, потому что дословный перевод, вроде «Учитель Амир», может звучать неточно и немного сбивать зрителя. Судья сыграет Ипек, дочь героев Бюлента и Нала, и Гонджа в Услатери. Ее экранная история будет связана с Мети, которого должен сыграть Энес Качак. По сообщениям турецкой прессы, именно линия Ипек и Мети может стать одной из центральных любовных линий проекта. Для зрителя это важный сигнал, потому что в новых турецких сериалах молодая пара часто становится не просто украшением сюжета, а отдельным магнитом для аудитории. Взрослые герои дают драму, семейные конфликты, жизненный опыт. Молодые дают эмоцию первой любви, риск, упрямство, ошибки, желание идти против обстоятельств. Когда эти линии правильно соединяются, сериал получает объем. Там есть что смотреть и тем, кто любит зрелые семейные истории, и тем, кто ждет романтического напряжения. Аяпом – компания, к проектам которой всегда приковано внимание. Это не значит, что каждый сериал автоматически становится хитом. Так не бывает. Но зрители и пресса внимательно следят за кастом, потому что от таких проектов обычно ждут качества, сильные картинки и хорошей драматургии. Интересно и то, что Амир Уста называют адаптацией бразильского проекта Финея Стампа. Турецкие адаптации часто сильно перерабатывают оригинал под местный вкус, добавляют больше семейного напряжения, эмоциональных сцен, конфликтов между поколениями, красивых любовных линий. Для нашей аудитории это может быть особенно интересно, потому что турецкие сценаристы умеют брать основу и превращать ее в историю с очень узнаваемыми человеческими переживаниями. Судья Зюляль Гюлер здесь получает хорошую возможность. Роль дочери в семейной драме – это не просто молодая героиня рядом с главными взрослыми персонажами. Такой персонаж может стать мостом между поколениями.
Через нее можно показать конфликт между желаниями родителей и собственным выбором, между правилами семьи и сердцем, между спокойной жизнью и любовью, которая все меняет. И если линия Ипик и Мети действительно станет центральной, зрители будут следить не только за тем, что происходит в семье, но и за тем, как молодые герои будут бороться за свое чувство, а это всегда работает. Особенно в турецких сериалах, где любовь редко дается легко. Там обязательно кто-то против, кто-то скрывает правду, кто-то принимает решение слишком поздно. Энна Скачак в роли Мети тоже может стать важной частью этой истории. Новые экранные пары зрители оценивают быстро. Достаточно первых сцен, чтобы публика начала обсуждать, есть химия или нет, верится им или не верится, хочется ждать их развития или сцены проходят мимо. Вот почему кастинг судьи Зюляль Гюлер не просто техническая новость. Это один из первых намеков на то, какой эмоциональный центр может появиться в новом сериале. Для ролика эту тему лучше подать как осторожное ожидание. Не обещать зрителю новую легендарную пару заранее, так говорить рано. Но можно сказать, появляется молодая линия, за которой стоит присмотреться. Это честно и интригующе. Потому что иногда будущий хит начинается не с громкого трейлера, а с маленькой кастинговой новости. Сегодня имя просто мелькнуло в прессе, а через несколько месяцев зрители уже спорят, переживают и ждут каждую сцену этой пары. Перед нами остается финальная история выпуска, 10 октября. И завершим мы не кастингом, не слухом и не романтическим поздравлением, а признанием, которое звучит гораздо глубже обычной новости. Мелисса Аслы-Памук рассказала о давлении из-за внешности, и эта тема может задеть многих зрительниц очень лично. Мелисса Аслы-Памук сделала признание, которое выходит далеко за рамки обычной новости о знаменитости. В интервью она рассказала, что даже тогда, когда была стройной и соответствовала привычным стандартам красоты, ей все равно говорили, что нужно похудеть. Слышать такое тяжело любой женщине. А теперь представьте, что вы актриса. Камеры, пробы, съемки, обсуждение внешности, комментарии людей, которые почему-то считают, что имеют право оценивать ваше тело как товар на витрине. Вот здесь и начинается та сторона индустрии, о которой редко говорят красиво. Со стороны кажется, Мелисса Аслы-Памук успешная, эффектная, уверенная в себе женщина. Победы в конкурсах красоты, роли, узнаваемость, внимание публики. Казалось бы, какие комплексы могут быть у такой актрисы. Но именно в этом и ловушка. Иногда самые красивые женщины слышат самые жесткие замечания, потому что к ним предъявляют не меньше требований, а больше. От них ждут невозможного. Быть стройной, но не слишком худой. Женственной, но не вызывающей. Молодой, но зрелой. Естественной, но идеально выглядящей в каждом кадре. Простите, но это уже не стандарты, это какой-то бесконечный экзамен, без права на нормальную человеческую усталость. По словам Мелиссы, такие комментарии оставили след на долгие годы. Эта фраза особенно важна. Человек может улыбаться на красной дорожке, сниматься в красивых сценах, выглядеть уверенно, но внутри все равно помнить слова, которые когда-то ударили слишком больно. И многие женщины это поймут без лишних объяснений. Кто-то слышал подобное от коллег, кто-то от родственников, кто-то от человека, чье мнение было особенно важно. Тебе бы похудеть, ты изменилась, раньше было лучше, для твоего возраста нормально, но… Эти мелкие фразы иногда звучат вроде бы буднично, а потом живут в голове годами. В случае актрис давления еще сильнее, потому что внешность становится частью профессии. Мелиссу могли оценивать не только как артистку, но и как картинку. А это очень опасная вещь, когда талант, характер, труд и опыт начинают отдвигать в сторону, оставляя только сантиметры, килограммы и чужие ожидания. Мне кажется, такие признания важны именно потому, что они возвращают знаменитостям человеческий масштаб. Мы привыкли смотреть на актрис как на недосягаемых женщин из сериалов. Они красивы, ухожены, талантливы. Вокруг них свет, камеры, интервью. Но за этим фасадом может быть та же боль, что у обычного человека. Мелисса не просто рассказала о неприятных комментариях. Она затронула тему, которую многие предпочитают замалчивать.
Индустрия красоты и развлечений умеет ранить очень тихо, не обязательно громким скандалом. Иногда достаточно одной фразы, сказанной человеком с властью, режиссером, продюсером, кастинг-директором или кем-то из окружения. Самое неприятное, что подобные слова часто маскируют под совет. Мол, мы же тебе добра желаем, это для карьеры, для роли, для экрана. Но не каждый совет помогает. Некоторые советы ломают уверенность и заставляют человека годами смотреть на себя чужими глазами. Вот почему эту историю нельзя подавать как легкую сплетню. Здесь не место насмешкам, не место грубым комментариям, не место обсуждению фигуры самой Мелиссы. Главная тема не в том, сколько она весила и как выглядела. Главная тема в том, как сильно чужие слова могут повлиять даже на человека, который со стороны кажется абсолютно уверенным. Для финала выпуска это очень сильная история, потому что после новостей о поздравлениях, проектах, слухах, помолвке и новых ролях мы приходим к простому выводу. За каждым известным именем стоит живой человек, со своими радостями, страхами, памятью, обидами и правом быть не идеальным. Мелисса Аслый-Памук сказала вслух то, о чем многие женщины молчат. И, возможно, именно поэтому ее признание звучит так честно. Напишите, пожалуйста, как вы относитесь к таким историям. Нужно ли актрисам чаще говорить о давлении, которое они переживают, или публичным людям, наоборот, лучше оставлять такие темы при себе? Лично мне кажется, такие признания нужны. Не ради жалости, не ради шума, а ради того, чтобы зрители помнили, красота на экране не отменяет человеческой боли за кадром. На этом у меня все. Если вам нравятся турецкие сериалы, закулисные истории, новости о любимых актерах, неожиданные признания и красивые судьбы звезд, обязательно подписывайтесь на канал «Любовь и мечты». Поставьте лайк этому выпуску. И если хотите чаще видеть такие подробные разборы, без грубых сплетен, но с настоящей интригой и уважением к зрителю, напишите в комментариях, какая история сегодня зацепила вас сильнее всего. Теплое поздравление Ясемин Языджи, возвращение «Любовь любит случайности», ностальгия по Эде и Серкану, закулисные разговоры о знаменитых парах или признание Мелиссы Аслый-Памук. Мне действительно интересно читать ваше мнение, потому что именно в комментариях часто рождаются самые честные и живые обсуждения. Спасибо, что были со мной до конца. Берегите себя, не позволяйте чужим словам ранить вашу душу и до встречи на канале «Любовь и мечты».